Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим. Я Борис Марсенкевич, всем добрый день. Французская атомная компания EDF активно подписывает меморандумы и соглашения. На каковы ее перспективы? Получится ли у Франции развивать атомную энергетику и масштабировать ее с учетом всех долгостроев EDF, забастовок, трещин в реакторах и многом-многом другом? Рассвет или закат атомной промышленности Франции мы сейчас наблюдаем. Максим, тема достаточно большая. Известна ведущаяся компания EDF стройки за пределами Франции. Это Hinkley Point C, третья очередь атомной электростанции Hinkley Point на территории Великобритании. Вроде бы как идет подготовка к началу строительства еще парочки таких же реакторов ЭПР-1600, но не более того. И со стороны EDF где-то с месяц назад было заявление о том, что ввиду финансовой ситуации не исключено, что все зарубежные стройки будут прекращены. Теперь, что касается самой Франции, напомню, что доля атомной генерации, наверное, самая большая на планете, порядка 70%, плюс-минус, там год на год не приходится, и строятся дополнительные ветровые электростанции, солнечные, может быть, там процент будет падать. На день сегодняшний 58 атомных энергоблоков, ну, для Франции это более чем много. Это очень много. Франция на протяжении многих лет крупнейший экспортер электроэнергии, обеспечивает всех своих соседей, в том числе и за проливом. Два кабеля идут на территорию Англии, наращивает объемы импорта Германия с ее зеленым курсом и отказом от атомной энергетики и так далее, и так далее. Но реакторы стареют. Их надо выводить из эксплуатации, и месье Макрон уже заявил о том, что Франция на пороге атомного ренессанса, и вот со дня на день, и так далее, и так далее. То есть я бы здесь комментарий, наверное, разделил на две части. Одну политическую, вот то, что мы слышим от месье Макрона, а потом опустимся на землю и посмотрим, как это выглядит на самом деле. В феврале 22 года Эммануэль Макрон объявил о программе ренессанса французской атомной энергетики за счет строительства как минимум 6 реакторов ЭПР-2, в перспективе 14 реакторов. То есть рассчитано на то, что выводимый из эксплуатации атомный энергоблок тут же получает реактор замещения. Уже заявлено о том, что идут подготовительные работы на площадке первых двух реакторов. Пинли, это север Франции, и Гравлен, это граница с Бельгией. Уже запланирован официальный старт строительства на 27-28 годы с тем, чтобы в 35-37 оба блока уже вошли в строй, были введены в эксплуатацию, присоединены к объединенной энергосистеме и так далее, и так далее. С заказчиком планируется компания EDF, которая, напомню, месяц назад заговорила о своих финансовых трудностях, а потом мы увидели все то, о чем вы, Максим, говорили. Тут и забастовки, и что угодно еще. ЭПР-2– это упрощенный вариант реактора ЭПР-1600. Электрическая мощность останется такой же, 1600 мегаватт. Все изменения внесены для того, чтобы удешевить строительство. Напомню, что то, что удалось построить в Финляндии на Олкилуота, 14 миллиардов евро. То, что строится в Hinkley Point C, пока стоимость вроде бы на таком же уровне, не исключено, что будет продолжать расти. Вместе со снижением стоимости компания EDF рассчитывает на то, что и сроки будут уменьшены, хотя вроде и так прогресс есть. Блок на базе ЭПР-1600 в Финляндии на Олкилуота 18 лет, блок ЭПР-1600 на атомной электростанции Фламанвиль уже 17 лет. Если в Финляндии превышение сметной стоимости в 3 раза, то на Фламанвиле всего в 2,5 раза. Прогресс и так был заметен, но тем не менее появился вот такой проект ЭПР-2. Снизится количество парогенераторов. Сейчас их 6, будет 4. Это такая существенная деталь, которая действительно очень серьезно влияет на стоимость. Будут убраны дополнительные здания для аварийных систем внутри контайнмента. Контайнмент – это то, что защищает реактор от внешнего воздействия, и то, что защищает внешнюю среду от возможных аварийных ситуаций
в активной зоне. То есть, если мы смотрим изнутри, то сначала идет стальная оболочка на тот случай, если будет взрыв, она должна удержать все внутри себя. Разумеется, ловушка расплава на тот случай, если за проектная авария топливо расплавлено, оно никуда не уйдет, оно будет собрано вот в этой ловушке, специально рассчитано так, чтобы удержать в себе расплавленное ядерное топливо. С внешней стороны тот самый бетон, который позволяет выдержать падение самолета, выдержать землетрясение и так далее, и так далее. Вот лишние здания оттуда уберут, соответственно, размер контеймента станет поменьше, в результате все будет немножко подешевле. Ну, вот, и, соответственно, ну, разумеется, при эксплуатации тогда это будет немножко дешевле. И проект изначально планирует под серийное строительство, то есть одна и та же модель, многократно повторенная, тоже есть надежда на то, что все это удешевит. Вот обо всем этом нам рассказывает месье Макрон, и со дня на день вот площадки, вот все в порядке. Ну, а теперь к реальности. Государственный регулятор Франции, АСН, аббревиатура, ломать язык и мучить ваши уши попыткой произнести что-то по-французски я не буду, пусть он будет АСН, с вашего позволения. Здесь все простенько, лицензия на строительство не выдана. Вот так. И комментарий главы АСН, процесс лицензирования далек от завершения. В декабре 2021 года было выдано заключение по ключевым ориентирам безопасности проекта. Первый такой шаг на пути получения лицензии. Ну и мнение АСН. В целом проект удовлетворителен, но необходима значительная доработка и углубление анализа по аспектам до подачи заявки на лицензию. Внешние риски. Требуется более глубокий анализ устойчивости к экстремальным внешним воздействиям, то есть те самые землетрясения, наводнения, падающие самолеты. И управление тяжелыми авариями. Необходимо детально доказать эффективность системы управления аварией в новой конфигурации. Кроме того, в проекте не рассмотрены вопросы снятия с эксплуатации и обращения с отходами. В соответствии с действующим законодательством Франции эти аспекты должны быть предусмотрены, проработаны на стадии самого проекта. Так что АСН, государственный регулятор, ждет от ЭДФ полное досье с детальным техническим обоснованием безопасности для получения лицензии, разрешающей строительство. По оценкам АСН, это произойдет не раньше конца 2026 года. Поэтому говорить о том, что в 2027 году начнется строительство, не приходится. Эта лицензия будет касаться самого проекта, потом вторая лицензия, привязка к местности. Любая местность – это отдельное качество грунтов, это необходимость проводить инженерно-изыскательные работы, совмещать проект с геологическими условиями, в том числе и с сейсмоопасностью, в том числе и с качеством грунта. Не исключено, что грунт придется укреплять, ну и так далее, и так далее. Так что те сроки, которые называет месье Макрон, ну, как бы это помягче сказать, ничего общего с реальной действительностью не имеет, и мнение государственного регулятора достаточно лапидарно выражено. Проект находится на стадии предварительного одобрения концепции. До получения официальной лицензии на строительство предстоит пройти долгий и сложный путь доказательства безопасности. Никакого зеленого света на вот эту массовую вот этот курс на массовое строительство в ускоренном темпе АСН не поддерживает, спорить с АСН совершенно бессмысленно. Это действительно абсолютно независимый от системы государственного управления орган, он отвечает только за ядерную безопасность, все остальное его не интересует. Позиция АСН, если оценивать в сравнении с коллегами в других странах, еще более жесткие, даже по сравнению с нашим Ростехнадзором, в отличие от нас, от нашего Ростехнадзора внутри государственного регулятора Франции имеется собственный научно-исследовательский институт, который занимается именно вопросами безопасности. То есть здесь вердикты не политические, сугубо технические. И АСН остается уверен в себе. Ему совершенно все равно, кто занимает кресло президента, его интересует только радиационная ядерная безопасность Франции. Все, точка.
Так что какие перспективы, что они там собираются строить? Можно продолжать следить за СМИ, которые будут наверняка рассказывать нам что-нибудь новое от месье Макрона. Реально надо, сжав зубы, выучить французский язык, если хотим видеть реальные новости, выходить на сайт АСН и видеть мнение профессионалов. Вот такая точка зрения. Да, есть политические слова, а есть реальная действительность. Есть сомнения в безопасности проекта, поэтому будем работать дальше. Какой там год получится? Ну, мы часто слышим о проблемах, текущих проблемах с французскими реакторами, потому что Франция известна как ядерный монополист Европы, которая экспортирует электричество во всех направлениях, но уже который год там то остановка реакторов, то трещины в трубках каких-то, то какие-то медузы, мешающие теплообмену. Вот это вот все, это как, это информационный шум или там имеются какие-то вот насущные проблемы? Ну, по мнению того, к кому надо прислушиваться, по мнению государственного регулятора АСН, проблема со сварными швами в самых разных местах у ЭДФ хроническая. Это не что-то случайное. Напомню, что лицензия на начало работы нового блока на атомной электростанции Фламанвиль, ну, наверное, правильно использовать слово условное. Разрешили начать работу при условии, что при первой же смене ядерного топлива будет сменена крышка реактора. Трещины. Это, ну, более чем серьезно, потому что это не просто крышка, которая закрывает некий сосуд, где вода кипит. Именно в крышке находятся держатели тепловыделяющих сборок, держатели аварийных стержней, которые необходимы для внезапной остановки ядерной реакции, все там. То есть это не просто поменять крышечку, это огромная конструкция, сложнейшая с инженерной точки зрения. И, соответственно, после смены топлива она предстоит в следующем году. Опять же, госрегулятор будет оценивать качество новой крышки. Все ли с ней в порядке. Нет ли там проблем? А то, что со сварными швами, да, проблема, с чем она связана. Может быть, у них не было своего патона, который поставил бы работу со сваркой так, как это было сделано в Советском Союзе, и как теперь это поставлено в России, в Росатоме. Пусть сражаются. Что касается атомного энергетического машиностроения, то в каком состоянии оно находится, было очень хорошо видно на примере Олкилота, где информации больше поступало, чем с Фламанвиль. В общей сложности поставки оборудования шли от 21 тысячи подрядчиков. И, соответственно, 2000 человек, которые работали внутри ЭДФ на приемке, на проверке оборудования, ну, точно не бездельничали, потому что в атомной энергетике есть свои требования. Первая приемка по качеству на месте производства, ну вот и представьте, 21 тысяча производителей в общей сложности в 28 странах. Прокатиться по 21 тысячам заводам, чтобы проверить, как и что там делают, ну, та еще работа. Связано это с огромной атомной паузой. Промышленники во Франции ведут себя как в любом другом месте. Вот моя технологическая линия, которая производит, ну, допустим, те же парогенераторы. 30 лет нет заказов. Я буду держать эту технологическую линию просто так? Разумеется, я переориентирую ее на то, что приносит доходы, на то, что есть заказы. А специалисты, которые работали на атомных проектах, они штучные. Пауза длилась более 30 лет. Соответственно, этих специалистов, ну, кто ушел в мир иной, кто на пенсию, как все это восстанавливать, сколько это времени займет. Можем продолжать слушать месье Макрона, он нам еще что-нибудь расскажет. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.